Всем привет. Сегодня вы, получается, 2 месяца без меня. Январь и февраль. И смотрим сегодня 3 сюрприза марта, которые вернут тебе энергию. Ну или отберут ее. Итак, прежде чем начать, конечно же, приглашаю всех в проживание арканов, в закрытые расклады, в манифест, марафоны по поднятию женской самооценки, обретению женской самооценки, как Аня говорила. И, конечно же, в эзотерическую библиотеку. Также есть трактовки и обзоры колод, обучение по колодам точечно. Там все знаменитые колоды. Астара, Монарх, как специально, кстати, есть архетипы тени. И все не по БК. Это доступно на уровне проживания арканов. Итак, обязательно приходите, ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Ну и с вами Дед. Дед уже по-английски, Дед. Итак, давайте, я думаю, что начнем расклад. Итак, единички. Карты читаем парно. Первый сюрприз. Первый сюрприз тебя накроет. Прям вот накроет в начале марта. Тревогой накроет. Страхами непонятными накроет. Будет ощущение, что вот что-то не так. И ты даже не сможешь понять, откуда это. Просто будет муторно на душе. Понимаешь? По ночам беспокойство, сны странные. Вот просыпаешься, такая лежишь, думаешь, о чем мне приснилось, почему на душе какашки скребут. Голова будет крутить всякую ерунду, типа, что если, а вдруг, и вот это вот все. Это ни в коем случае не предсказание плохого, это просто вылезут старые страхи, которые ты прятала давно. И они решат вот выйти наружу именно в марте. Сначала будет неприятно, прям очень неприятно. Но знаешь, что интересно? Вот эти страхи, они вылезут, чтобы уйти. Прям вот насовсем уйти. Ты как будто вот, знаешь, как будто заболеешь тревогой на неделю-другую. А потом начнет отпускать. Постепенно, мягко, день за днем. Скорее всего, это ты начнешь проживание аркана. И ты найдешь баланс. Сама, без чьей-то помощи, поймешь, как себя успокаивать. Как не накручивать себя. Вот все, что в проживании аркана. Понимаешь? И это придет через вот личный опыт. Понимаешь? Через проживание. А к середине марта ты станешь спокойнее, чем была весь вот этот последний год. Потому что страх, который долго сидел внутри, он выйдет наконец-то, понимаешь? Вот, и просто увидишь, на этот страх посмотришь, скажешь, фу, какой-то маленький страшок. Страшок. Ну, ты поняла меня, да? Что он не таким и страшным был. Что ты его выдумала больше, чем он есть на самом деле. Вот первый сюрприз марта – это очищение. Через неприятное состояние, понимаешь, дорога к этому настоящему спокойствию. Как вот болезнь, да? Сначала плохо, потом лучше, чем было до. Не пугайся, когда накроет, потому что это, знаешь, это нужный процесс. Твоя психика, она решила генеральную уборку провести, вот так назовем. А для этого ей надо вытащить весь хлам, который ты засунула глубоко и подальше, да, из-под ковра, весь мусор. Вытащить, на него посмотреть, понять, что он тебе не нужен, он бессмысленный, и выкинуть. И после этого ты обнаружишь, что у тебя место появилось, понимаешь, внутри.
Там, где жили страхи, будет пусто, чисто и приятно. Понимаешь? И это место можно будет заполнить чем-то хорошим. Какой второй сюрприз? Мужчина появится. Яркий, заметный, тот вот, кто заходит, например, в комнату, да, и все вот головы поворачивают. Энергии в нем до хрена. Он зажигать умеет, за собой вести, делает так, чтобы рядом с ним хотелось, как говорится, вообще быть. Но он будет о главном молчать. Знать что-то важное и не говорить. Это не обман, нет, это проверка. Он смотрит на тебя и ждет. Ждет, когда вот сама почувствуешь, сама догадаешься, сама увидишь то, что он видит, понимаешь? Он тебя будет считывать, наблюдать, изучать, но не в плохом смысле. Он, знаешь, он хочет понять, можно ли тебе доверять, готова ли ты услышать то, что он скажет, созрела ли. И этот мужчина, он с огромнейшим опытом. Он людей за километр чует, насквозь видит. И к тебе он присматриваться будет, потому что ему интересно. Но он не тот, кто вот карты первым раскрывает, понимаешь? Вот твоя задача в марте — слушать не его слова, а то, что между слов, между строк. Смотреть не на то, что он делает, да, а на то, чего он не делает. Он общается вообще на другом уровне. Если ты подключишься к вот этому уровню, то получишь то, что тебе нужно. Информацию, я имею в виду. Это связано с работой. С делом, которое ты вот хочешь начать, понимаешь? Он знает, что что-то вот такое про это, чего ты не знаешь. Понимаешь? И может помочь. Но только если ты заслужишь его доверие. Только с расспросами к нему не лезь и вопросами не тыкайся в него. Он закроется, а то еще сильнее. Просто вот будь рядом, наблюдай, чувствуй, в какой-то момент он сам начнет говорить, когда решит, что ты готова. Сразу говорю, это не про отношения, это про работу. А то, как только у вас мужик в раскладах появляется, сразу вы, ой, мужчина появится и так далее. Нет, это по работе. Какой третий сюрприз? Ну, волна энергии. То есть вдруг откуда ни возьмись появился хороший человек. Это шутка такая, если что. То есть ты утром вот проснешься и поймешь, что вот хочешь делать дела. Вот прям руки чешутся, внутри огонь прям. И вот эта энергия, она будет связана с твоим домом, с твоим пространством. Понимаешь? Ты захочешь все обустраивать, менять, улучшать, покупать что-то для уюта, старое выбрасывать. Там мебель переставлять, ремонт делать, что-то вот из этого. И это не просто желание прибраться, да, это будет начало нового этапа. Ты будешь строить свое гнездо по-настоящему, так как ты этого хочешь, без вот этих чужих мнений и прочей вот этой ерунды. Раньше ты вот жила где придется, или так, как кто-то решил, или внимания не обращал на свое вот это пространство. А вот в марте включится хозяйка. Прям настоящая хозяйка, которая, как сказать, знает цену каждому уголку своей квартиры, дома и так далее. И начнешь деньги тратить на дом. И жалеть не будешь. Потому что ты знаешь, потому что ты поймешь, что это вот в себя ты инвестировать будешь. Что уют — это необходимость, что тебе нужно место, где вот это, где ты восстанавливаться будешь. Понимаешь? То есть третий сюрприз вот этого марта — это вот вспышка энергии созидательной. То есть ты будешь создавать там свое пространство, свой мир, свой уголок. Понимаешь? И это вот тебе огромную кучу сил даст, сколько ни один отпуск не даст. Понимаешь? К апрелю ты будешь другой. Спокойный после первого сюрприза, да, и мудрый после второго. А после третьего вообще силами наполнишься. То есть март тебя полностью перезагрузит, понимаешь? Ну, тут мне больше нечего сказать. Давайте перейдем ко второму варианту.
двоечки. Какой же первый сюрприз? Мужик придет с чувствами, с намерениями, с красивыми словами. И он прям вот романтичный до усеру будет. Тот, кто вот сообщения длинные пишет, да, кто помнит всякие мелочи, кто про чувства умеет говорить. И он неожиданно появится. Но он не из тех, кого ты ждала. Просто вот раз и вот он. С предложением, с признанием, с чем-то, что там звучит правильно. Но этот сюрприз заберет у тебя энергию, потому что слезами закончится. Он придет не чтобы остаться, нет, он придет, чтобы разочаровать тебя. Ты купишься на слова его, поверишь, что наконец-то нормальный человек в моей жизни. А потом он что-то сделает, от чего ты будешь стоять и смотреть на то, что, как говорится, разлилось по полу. Это не измена, нет, и не предательство. Это вот разочарование по-другому. Он окажется не тем, кем казался. Маску снимет, и ты увидишь, что за ней ничего нет. Пустота. Слова без поступков, обещания без вот этого намерения их выполнять. Горевать будешь, прям реально горевать. Смотреть на вот это все и думать. Ну почему же опять? Почему я снова повелась? Почему сразу не увиделась? И знаешь, что важно? Ты сфокусируешься на потере. То есть будешь смотреть на то, чего ты лишилась, на мечту, которая не сбылась, и на надежду, которая, как говорится, сдохла. И не заметишь, что рядом осталось кое-что ценное. Не все разобьется, понимаешь? А ты будешь смотреть вот на, вот как сказать, на то, что потерял, и оплакивать это. Вот первый сюрприз марта – это урок. Он нужный, но, конечно, болезненный. Ты просто увидишь, как выглядит красивая ложь, и запомнишь ее в лицо, и больше не поведешься. Этот мужчина, он у тебя пару недель жизни отнимет. Ты потратишь их на слезы, на самокопание, но эти недели, они дадут тебе иммунитет. Таким вот, какой этот паразит. И красивым словам, за которыми нет ни хрена. После него ты умнее станешь, жестче немножко станешь. Научишься проверять, прежде чем верить, и писюлькиным позывам, как говорится, не доверять. Второй сюрприз – это, знаешь, когда ты вот отревешься, придет надежда. Прям вот настоящая, такая светлая, такая вкусная, которая греть изнутри тебя будет. И ты просто поймешь, куда хочешь идти. Не вот это вот эфемерное, да, хочу быть счастливой, а вот конкретно. Вот туда, вот в эту сторону, вот с этими целями. Это твой второй сюрприз. То есть ясность после боли. Когда слезы, как сказать, розовую хрень с глаз промыли, и ты увидела наконец. Вот примерно вот так. То есть у тебя план появится. Ты будешь стоять и смотреть, да, куда идти, и выберешь. Но не потому, что кто-то подсказал, или там не потому, что так надо, а потому, что ты сама поймешь, куда тебе идти. Это связано с переездом, с новым городом, новой страной, то есть новым местом жизни. А ты об этом давно думала, но боялась. А теперь вот этот страх, он отпустит тебя, потому что тебе уже было больно вот от этого первого сюрприза, да? И ты просто поняла, что бояться бессмысленно. Больно, все равно будет, хоть по делу, хоть не по делу. И ты начнешь планировать, там, варианты изучать, смотреть там отзывы всякие, денежки, смотреть, кто, что куда хватает. Это будет очень хорошо. Первый раз за долгое время ты почувствуешь, что жизнь на месте не стоит. И вот эта надежда, она тебе энергию даст. Прям до хрена энергии. Понимаешь? Которую забрал первый сюрприз. И еще сверху тебе досыпет. И вот просыпаться ты будешь с предвкушением. То есть думать будешь о будущем без вот этой «ой, мы все умрем». Понимаешь? То есть второй сюрприз – это будет как компенсация за первый. То есть Вселенная забрала,
и отдала с процентами. Причем отдала нормально так, понимаешь? Ты просто найдешь, что у тебя есть мечта, которую ты давно похоронил. И решила, что никогда не сбудется. А она живая. Нужно только внимание на нее обратить, понимаешь? Третий сюрприз. Мужчина с холодной головой появится. То есть умный, вот этот рациональный, тот, кто, как говорится, правды не боится. И он сюсюкаться и жалеть не будет. Он скажет все как есть. И этот человек, он, знаешь, он поможет тебе уехать. Прям буквально организовать переезд, там документы оформить, вопросы там неподъемные решить. Он вот не романтик, как первый. Он вообще не про чувства, он про дело, про логику. Понимаешь? То есть он тебе поможет добраться из точки А в точку Б. Это твой третий сюрприз. То есть будет помощь, откуда ты не ждала. Человек, который появится, чтобы вот провести тебя через сложное, понимаешь? И он возьмет на себя вот эту часть пути, которая тебя пугает. Там бумажки, визы, звонки, переговоры. То есть от чего у тебя голова уже пухнет, он сделает, вот, как говорится, одним взмахом волшебной палочки. Потому что это для него понятно и просто. Ты уедешь. От старого, от прошлого, от того мужика с разочарованием. Понимаешь, ты уедешь. Но уедешь не убегая, а осознанно. Понимаешь? То есть ты будешь понимать, куда, зачем ты едешь. И это будет переход. То есть переезд и смена образа жизни. Ты вот все говнишко, которое тебя вниз тянет, ты его позади оставишь. Поешь туда, где ждет новое. То есть третий сюрприз, он вернет тебе энергию полностью, понимаешь? Потому что вот это вперед движение, да, оно всегда силы дает. А то, что сидишь на месте, оно их отнимает. И к апрелю ты будешь, как говорится, в другом месте. Как географически, да, так и внутренне. То есть ты уйдешь от боли марта и приедешь к чему-то новому, понимаешь, к своему. А вот этот умный мужчина, он будет твоим проводником. Не любовником, а то у вас, как сказать, мужчина появляется, значит, точно дед про романтические вот эти штуки говорит. Нет, не любовником. Это может быть и женщина. Это будет, как сказать, не друг, не любовник, именно проводник будет. Тот, кто знает дорогу и путь показывает. И после него ты сама справишься уже. Ну, тут мне больше нечего говорить. Обязательно в проживание приходи. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Ну а мы с вами переходим к третьему варианту. Троечки, привет. Три сюрприза. Три сюрприза. Какой первый? Карты парно читаем. Ты получишь то, что хотела. Вот прям вот конкретно, о чем мечтала. И это рухнет потом. Сразу говорю. Ну, чтобы ты сразу, как говорится, губозакаточную машинку рядом держал. Смотри, объясню. В начале марта случится вот что-то приятное, да, сбудется твое желание. Может, там повышение дадут, может, мужик появится, который, как тебе, как говорится, тебе нужен. Может, купишь, наконец. То есть будет момент, когда ты подумаешь, вот оно, жизнь налаживается. И через пару дней это все разнесется в щепки. То есть ты получишь ровно то, чтобы потерять. Вот как сказать-то вот. То есть ты получишь сюрприз, чтобы его потерять.
Вот я не знаю, как по-другому сказать. Вот как будто Вселенная решила показать тебе конфетку, да, и сразу же отобрать. А ты ее съесть не успел. И больно будет, очень больно. Потому что одно дело не получить, а вообще другое получить и сразу лишиться. Например, там повышение отменят, мужик женатым окажется или покупка сломается. Что-то вот из этого. Вот первый сюрприз марта, он отнимет энергию, прям много энергии. Ты будешь ходить, как в попу ужаленная, да? И думать, за что мне такое? Почему так? Я же уже вот обрадовалась. Но знаешь, что важно понять? Вот это разрушение, оно нужно. То, что ты хотела, оно было не твое. И вот это вот рухнуло, чтобы ты поняла это. Понимаешь? Оно только выглядело как твое, а на деле это держалось, ну, на гнилье, да, на гнилом фундаменте. И если бы оно не рухнуло сейчас, но позже бы рухнуло, но с гораздо большими потерями, так как в плане психики, в плане всего. Понимаешь? Башня падает, запомни, чтобы место освободить. Вот пока она стояла, ты не могла ничего построить нового. Вот теперь сможешь. Ну, это жесткий, конечно, урок, но, как говорится, он нужный. Не все, что хочется, тебе нужно, понимаешь? Не все, что радует, добро принесет. Иногда мечта, она сбывается только чтобы, как говорится, показать, что эта мечта была не твоя. Вот после первого сюрприза ты будешь разбитая, будешь там пустая, стоять на руинах, да, и думать, что делать теперь. А знаешь, что делать? Ничего. Просто постой, посмотри, потому что из этих руин настоящее вырастет. Понимаешь? Вот второй сюрприз. То есть, как все рухнет, вот это старое, новое придет. Тебе предложат заработок. Новый источник дохода. Чего-то ты вот что-то то, что раньше не было у тебя. И это будет связано с радостью. Это связано с детьми, с творчеством, то есть с чем-то таким ярким и живым. Второй сюрприз, он вернет тебе энергию, которую первый забрал. Еще и, как говорится, с процентами. Деньги придут, откуда ты не ждала. Через занятие, которое тебе там казалось несерьезным. Через хобби, которое ты считала, просто развлекаюсь. Понимаешь? То есть через что-то, что приносит тебе кайф. И это будет реальная возможность. Это не будут там мечты или планы, нет. Это будут, знаешь, как вот тебе деньги за то, что ты любишь делать. Прям вот конкретная сумма за конкретную работу. Но это работой не назовешь, потому что это то, что тебе нравится. И тебе очень хорошо. Не просто хорошо, а охрененно хорошо. Потому что после разрушения любая радость, она в 500 раз сильнее. Это ты оценишь очень сильно это все. Понимаешь? Радость принесет или ребенок, или молодой человек. Тот, кто вот моложе тебя. Кто легко живет, кто не парится о мелочах. Он или скажет что-то, или сделает что-то, и у тебя в голове щелкнет. Типа, вот оно, точно так же можно. Понимаешь? То есть второй сюрприз марта– это награда за то, что ты пережила первый. За то, что, как говорится, нос в землю не уткнула. За то, что продолжила дышать, когда было невыносимо. Деньги, сразу скажу, не огромные будут, но их будет достаточно. И главное, они будут честны, заработанные тем, что тебе нравится, а это уже другая энергия, это другое удовольствие. Ты просто поймешь, вот знаешь как, что можно деньги зарабатывать и заниматься любимым. Вот для тебя это будет диссонанс, потому что у тебя вся работа ассоциируется с вот этим «я пойду поплету свои кости на работу». И вот так вот. Понимаешь? А это наоборот. Ну, в конце марта ты победишь. Публично, заметно, и все увидят. Это третий сюрприз.
То есть после разрушения первого сюрприза и подъема второго ты прям на вершине окажешься. То есть тебя прям похвалят, поставят в пример, тебя признают. Это связано с работой. Вот с проектом, который тебе нравится, который ты поведешь. Понимаешь? И тебя будут поздравлять, восхищаться. Но третий сюрприз, он, вот как сказать, сон заберет. Прям буквально. Ты спать не сможешь, будешь ночами сидеть, думать, в голове будешь крутить, что было, что будет и так далее. Понимаешь? То есть это вот как, когда вот все хорошо, то твои мысли, они начинают искать подвох, да? А в чем подвох, когда будет плохо, где меня обманули? И ждать, что сейчас все отнимут, что это ненадолго и так далее, что так не бывает, всегда все хорошо. И ты будешь улыбаться, принимать поздравления. А дома потом по ночам лежать с открытыми глазами и бояться. Третий сюрприз, он вернет энергию днем и заберет ее ночью. То есть ты будешь вот как на адреналине жить. Подпитываться чужим восхищением, да, а потом в тревогу падать, когда никто не видит. Но это пройдет. Не сразу, но пройдет. Твой мозг привыкнет к тому, что ты заслуживаешь хорошее. И, конечно, мозг потом перестанет ждать, что подставят, да, что везде подстава за каждым углом. Может, победой закончится. Ну и бессонница, конечно. Успехом и тревогой, признанием и страхом вот признание вот это потерять. Это нормально, так психика работает. Сначала радость, потом паника, потом опять радость, потом опять паника, и постепенно качели, как говорится, успокаиваются. К апрелю-то все нормально будет, и спать нормально будешь. Просто поймешь, что победа твоя, она настоящая и никуда не денется. Ну, тут мне больше нечего сказать. По идее, все, что хотел, сказал. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и приходи в проживание арканов. Особенно манифест загляни. Все.